Модернизация армии. Дело серьезное, масштабное и, самое главное, бесконечное. Нет предела совершенству, как говорится. Модернизируется оружие, боевая техника, системы тренировок. С течением времени вводятся новшества. Некоторые области обладают приоритетом в плане модернизации, и одна из них – индивидуальная экипировка. Один из наиболее известных сегодня образцов такой экипировки – российский ратник. Также его называют комплект солдата будущего. Впрочем, абсолютно справедливо. Ратник – комплект, в котором собраны новейшие разработки в различных областях науки. Навигация, оптика, медицина, компьютерная система, вершины в области индивидуальной защиты, ткани и одежды. Ратник представляет из себя комплекс из современных систем защиты, оружия, боеприпасов и связи. Работа над комплексом велась десятками предприятий российской оборонной промышленности. Новая боевая экипировка объединяет около 10 подсистем и отличается комплектацией в зависимости от специальности бойца. Перед создателями экипировки «Ратник» стояла задача создать унифицированное средство индивидуальной защиты. Так появился единый общевойсковой бронежилет. Базовый бронежилет имеет противопульные керамические пластины спереди и сзади, которые защищают от пули из снайперской винтовки СВД с расстояния в 10 метров. При этом разработчикам удалось облегчить бронежилет. Если предыдущие модели весили от 8 кг, то жилет этой экипировки всего 7. На бронежилет одевается разгрузка. Элементы этой транспортно-разгрузочной системы дают возможность распределить вес снаряжения так, чтобы солдату было легче и удобней выполнять боевые задачи. Если же карманы не нужны, то их можно убрать в рюкзак, который входит в комплект обмундирования. Набор карманов зависит и от выполняемых задач, и от специальности военного. Кто-то использует средства разведки, кто-то бинокль, а значит количество карманов каждый настраивает сам под себя. Один из ее элементов – шлем 6B47. В отличие от предыдущих образцов, эта каска имеет сравнительно небольшие габариты и весит чуть меньше килограмма. При этом шлем готов противостоять осколкам, летящим со скоростью более 630 метров в секунду, и пулям пистолета Макарова, выпущенным с расстояния более 5 метров. Уникальную стойкость к внешним повреждениям шлему гарантируют современные материалы, использованные при его изготовлении. Каска обладает трехслойной структурой. Наружная и внутренняя оболочки сделаны из твердых композитов, а между ними помещен сухой арамидный материал. Арамидный комбинезон из волокна Алютекс. Комбинезон выдерживает попадание осколков от взрывов гранат, снарядов и мин. К тому же комбинезон огнеустойчив. Глаза солдата защищены очками, выдерживающими небольшие до 6 мм осколки. Основную защиту берет на себя бронежилет 6B43 класса защиты BR5. Для связи и координирования используется система «Стрелец». Система оснащена средствами связи, обработки и отображения информации. «Стрелец» позволяет все собранные данные передать на командный пункт, откуда также известно местоположение солдата. Эту функцию выполняет коммуникатор с помощью ГЛОНАСС и GPS, определяющий точные координаты местоположения бойца. В комплекс связи входят и наушники, позволяющие переговариваться и координировать действия во время боя. Набор вооружения. Основное оружие. Автомат. Пулемет. Или снайперская винтовка, оснащенные современными системами прицеливания, тепловизионной и ночного видения. К вооружению также относится видеомодуль для стрельбы из укрытия. Состоит из тепловизионного прицела и нашлемного монитора управления, на который передается изображение с прицела. Имеется в комплексе и подсистема опознавания типа свой-чужой. Дальность подсистемы зависит от характеристик сопрягаемых прицельных приборов.
подсистема подсылает к неопознанному объекту запрос. И если объект свой, то военнослужащий услышит в наушнике звуковое оповещение. Если после посылания запроса подсистема молчит, то объект определяется комплексом «Стрелец» как чужой. Стрелец используют для взаимодействия с авиацией, а именно для дачи целеуказаний бомбардировщикам Су-24М. С помощью лазерного дальномера ПДУ-4 определяются координаты цели, которые и приходят на персональный компьютер командира. Поговорим об оружии нападения. На данный момент идет ожесточенный конкурс на звание лучшего автомата России. При его выборе для боевой экипировки «Ратник» Министерство обороны руководствуется не только тактико-техническими, но и ценовыми характеристиками оружия. Оба образца АК-12 и АЕК-971 успешно прошли госиспытания, но значительно превосходят по стоимости штатные образцы. Например, АК-105. Напомню, в качестве основного стрелкового оружия для армейской экипировки «Ратник» рассматриваются два автомата. АК-12 производства концерна Калашников имеет большую преемственность с предыдущими образцами, но легче и намного эргономичнее. Оружие получило новое цевьё и ствольную коробку с интегрированной планкой Пикатине для установки дополнительного оборудования. Ковровский АЕК-971 отличается сбалансированной автоматикой, снижающей отдачу при стрельбе. Правда, этот фактор не дает оружию решающего преимущества. При использовании 5,45 мм малоимпульсного патрона отдача и так невелика, поэтому сбалансированная автоматика не более чем приятный момент для стрелка. АЕК-971 бикалиберный, рассчитан на стрельбу 5,45 и 7,62 мм патронами. Помимо «Ратника», оба автомата поступят на вооружение спецподразделений. Кроме автомата, в экипировке не осталось нерешенных вопросов. После выбора оружия комплекс будет принят на вооружение. На это понадобится год-полтора. В духе модернизации также выпущен и пулемет «Печенек М», который входит в снаряжение пулеметчика, уже отработанная и абсолютно надежная конструкция единого пехотного пулемета, получила дополнительные планки для крепления прицельных приспособлений и сделала работу стрелка-пулеметчика еще удобнее. Также печенеку подрезали приклад. Для стрельбы с бронежилетом такая конструкция будет удобнее, чем приклад обычной длины. В общем и целом, получается, что инженерам СНИИ Точмаш удалось создать не просто уникальный образец русских доспехов будущего. «Ратник» — это новая эра в современной войне. С появлением «Ратника» пехотные боестолкновения выйдут на новый уровень. Действовать в любое время дня и ночи и объединять в одном комплекте связь, навигацию, разведку — это уникальный и очень нужный комплект. Эксперты, равно как и сами военнослужащие, которым уже довелось поработать с новой русской броней, в один голос говорят, что появление боевой информационной системы, коей по сути и является «Ратник», повысит быстродействие пехотных частей в 1,5-2 раза. Компоненты, используемые технологии, разработаны в России, и они производятся на российских заводах, что делает систему функционирующим доказательством мощи российской оборонки. Хитрые прицелы и индикаторы делают пехоту по крайней мере в 2 раза более эффективной, благодаря начальнику командования и управления ситуационными данными и целями, позволяющие солдатам эффективно работать днем и ночью в любых погодных условиях. Со временем система будет включать семейство роботов и экзоскелетов поля боя, которые позволят отдельным солдатам переносить тяжелые грузы в течение длительных периодов времени. Особенно полезно это для тяжелой штурмовой пехоты. Недавние конфликты в Ливане, Йемене, Афганистане и Сирии показали, что пехотинец — это еще раз мерило, с помощью которого измеряется военная мощь армии. Применение высокоточных боеприпасов дорого. Танки также дороги и малоэффективны в городских боях, и они не могут быть расположены оптимально в зоне застройки.
Современное противотанковое оружие стало слишком совершенно и царит на узких улицах и открытых местностях. На поле боя бронемашины могут работать только как прямая поддержка для отряда пехоты. Программа «Ратник» позволит российским солдатам идти на лидирующих позициях в любых конфликтах, если возникнет такая необходимость. Наши войска оборудованы так же или лучше, чем большинство конкурентов. Такая система становления оперативной русской армии указывает на то, что уроки Афганистана и Чечни не прошли даром. На этом все, господа. Благодарен тем, кто посмотрел мой ролик до конца. Все системы обладают несовершенствами. Если вы знаете таковое, то смело пишите в комменты. Да побольше грязи и ругани. Ведь я просто обожаю сарказм и праведный гнев школьников и простых работяг с завода. В общем и целом, вы, конечно, понимаете, что ваше мнение обязательно будет рассмотрено, но оно не обязано совпадать с моим. Обязательно психаните по поводу очередного картавого недообзора. Даже ваша бабушка смогла бы лучше. Мерилом между нашими мнениями, как всегда, станет история. Всего вам наилучшего, ваше искусство войны. Жизнь коротка, искусство вечно.